На. Ну сейчас ухети вы, ну мамиш. Что-то про мать. О, веселые ребята. Правда? Ясно, шляпа. Не верю. Ага, смотрит, подглядывает. Здорово всем, дорогие друзья, любители мистики, понимаете, мистическое оно среди нас, я не говорю, но, как сказать не говорю, понимаешь, недавно был опять контакт. То есть, понимаешь, вот я, главное, вот так вот на кухню закажу, а там вот, пожалуйста. А это все почему? Это потому, что я в тот раз не поставил лайк. Да как же так-то? На видос от канала Коты-ютуберы. Ссылочку, кстати, оставил в описании. Самые ужасные видео со всего мира. Чтобы это не приходило к вам, обязательно ставьте лайк на ваши любимые видеоролики, которые помогают вам расслабиться в такие веселые будни, тяжелые будни у многих, но сейчас обязательно отвлечемся. Кстати, заметьте все на своих местах. Плита рядом, как говорится, все везде стирается, все моется, все на своем месте. Девочки, пожалуйста, на меня не обижайтесь, это все шутка. Нет. Поехали. Так, сразу спойлеры. Сразу все пролистываешь, что без спойлеров. Поехали. 3 марта Так, внимание, оцениваем, в комментариях пишем, что фейк, что не фейк. Поехали. 2026 года, 54-го. примерно в 11 часов вечера, Ага. женщина крепко спала. Как... Вот! А это почему все? Почему женщина крепко спит в 11 вечера? Это значит, что она не смотрит стрим на канале Hardplay, ежедневные стримы, понимаешь? Разве ты хочешь все время опаздывать на стримы? Неужели ты не хочешь знать свежие инсайды? Или, быть может, ты не любишь розыгрыши? Тогда подписывайся на наш телеграм-канал Hard Inside, чтобы не пропускать все новости канала. А вот если бы она была на телеграм-канал Hard Inside подписана, она бы знала, что весь сок, понимаешь, проходит. Весь день для вас стримлю. По 2 стрима даже. Бывает, сейчас будет почаще. И игровые стримы на канале Hardplay, и на ВК видосы. И, короче, что там только нет, все ссылочки, кстати, в описании. Обязательно подписывайтесь на телегу. Вот такая вот. Гений, опять гений. Да внезапно Спасибо. что-то буквально выдернуло ее из кровати. Выдернула из кровати. В тот момент она еще не знала, что в ее дом только что ударила молния. Молния. Но это было только начало. Потому что в Затем ударила вторая молния, а потом третья. ту же ночь камера зафиксировала Не спать под электростанцией. еще кое-что, нечто жуткое. На! So that's me in bed. There's a TV. Look in this general area. Okay, this corner of the room, and Так. tell me if you see what I see. Ага. Так, смотрим в корнер. Здравствуйте, я Конер, и сегодня мы испытаем, да, новую вилку. Она что-то говорит, корнер, это, по-моему, угол, да? Lightning strikes. Так, Look in this фиксирую. bottom right corner. Ага. Wait for it. There. Ну что? Turn the brightness О боже. down a little bit. Что? Что? What is that? Где? Do you see that? Да я не Что это такое? Ну, сидит. Пусть сидит, что? Кому мешает? Как можно заметить, И что? хозяйка дома И сильно что? напугана. Она вновь Ну, сидит и сидит. пересматривает запись. Хозяин, Добби свободен! Тихо, хватит уже. Ловит эти 39 лет в этом году. Прошу прощения от нее. доли секунд и понимает, что на полу кто-то был. Кто-то Да, был. детали Мужика надо себе найти, мужика красивого с бородой, чтобы, понимаешь, он как следует. Раз! Оба! Все, и все легли спать, понимаешь, в обнимку. И тогда вообще насрать. Молния, не молния, там шаровая, чи не шаровая, тогда все будет нормально. А то вот лежат вот. Ой, вот тут сейчас, да, ой, вот что это у меня посреди комнаты? сильно размыты. Вообще. Но вот если присмотреться, заметны очертания, напоминающие фигуру. Может быть глюк в камере, может быть вот здесь вот видно то, что что-то как-то она, ну не знаю, ну такое. Ну такое, знаешь. Казалось бы, ну может просто блик камеры, ну Блик. бывает. Это игра света. Но знаете, Света есть? на этом странности не закончились. Позже камеры в гостиной засняли пожарных,
которые приехали проверить дом после попадания молнии. И что? Все вроде бы ок, но стоит приглядеться, и реальность начинает трещать по швам. Так. Пожарный, вижу. Все, не шутя, их там прибежал работяг. Куда глядеть-то? А зачем она оставила камеру, когда приехали пожарные? Ни у кого не вызывает этот вопрос? Если начать немножечко думать, нахрена? Хотя, может быть, просто камера типа стоит. Господи, звук такой, как будто я не знаю там... Что? Что? Никто не заметил невидимого гостя, который, по всей Потому что он невидимый. видимости, испугался. О, нет, что-то там, ну-ка, подожди-ка. А, ну-ка, это тут такое промелькнуло здесь. Ну-ка, маленький, иди-ка сюда, к папе. Ага. Ох ты мой маленький, что это тут? Всей видимости, Что это такое тут? никто не заметил невидимого гостя, который, по всей видимости, Что-то тут такое, да, есть что-то. Малыш Лази. испугался света. Испугался Но и света. это еще не все. Жалко, дом не сгорел после такого. Честное слово, я б такое увидел бы и обжалел бы об этом. Ну что, живет он на диване, что? Спал, ночь, смеркалось, разбудили. Что? Что? Вот на самом деле, когда-нибудь, господи, вот что коты-ютуберы, что зомби-чес, посмотрят наши разборы в плейлисте «Мистика заброшки». Господи, сколько там материала для них. Уа! Там можно, я не знаю, там просто с одного видоса можно сделать целый ролик, реально ролик с разбором. Там миллиард, там 2 сезона уже вышло этих заброшек, там чё там только нет. Падлу смотреть целый ролик, просто разборы включите, там один разбор уже лимошку набрал. Или больше уже, я давно не смотрел. Просто можно посмотреть, ну там вообще песни, особенно вот с крайнего выпуска. Это что-то какое-то тут мыло какое-то прошло, все тут. В какой-то момент Почему они до сих пор это не сделали, я не знаю. Я отвечаю, я не знаю. заметно, как один из пожарников смотрит в сторону дивана, как будто заметил нечто странное, но Показалось. не верит собственным глазам. Все Слушай, эти ну опять же, может быть, камера... явления выглядят как чистой воды паранормальщина. Ну, тут И такое... никто до сих пор не может объяснить, что это, черт побери, было. Тут камера вся такая тоже переливается, не знаю. Ну, спорный первый такой. Под вопросом. Следующее видео стало вирусным не только из-за чудика, убегающего от невидимой опасности, но и странности, произошедшей прямо перед Одни ним. чудики везде, да сколько можно? Что там? Что, пакет? Вы заметили, как котейка буквально растворился в воздухе? Не менее странное выглядит... Блин, но это кошки. Они, кто не знает, это жидкость кошки, на самом деле. Судя по тому, как они умеют везде карабкаться, лазить и протискиваться в эти щели дверные, мне кажется, это, знаешь, это как дефолт. И реакция парня. Он словно понимает, что это не просто исчезновение, и резко меняет свой вектор движения. Также многих зрителей Может, интересует чудик какой. вопрос, куда он исчез. Спрятавшись между машинами, Под машину. он словно растворился так же бесследно, Бам! И он испарился. как и шерстяной. Было ли это глюком камеры? Это глюк Может, матрицы. искусственный фейк? Или Да, доказательство ты еще скажи, что Земля не круглая. Да? Ага. Ты существования скажи, что инопланетяне есть. А, да, сейчас. чего-то паранормального? Да, расскажешь Пиши, мне. что думаешь, будем разбираться.
Я тут думаю, шизоид. Вообще не считается. Второй вообще Оксана? нет. Оксана. Стримерша с более чем О боже, господи. Оксана стримерша. С Твича, наверное, да. Ой. 2 миллионами подписчиков Бассейны стримит? вела обычный стрим, когда вдруг рядом с ней что-то упало. И это попало в кадр. Давайте посмотрим. А, ну понятно, Твич. This is golden. What happened? Did that thing? Did you just? What? No, wait. Wait, this is it? Did it happen? I think I just hallucinated something. Чего? Да, возможно, это упало с крыши. Но куда оно вдруг исчезло? Зрители Ветер. в чате начали писать про глюк в матрице. Кто-то объяснил случившееся резким порывом ветра. Ну, судя по тому, какая на ней одежда, наверное, так оно и есть. А кто-то расценил это как прикол, чтобы проверить бдительность зрителей. Да ну нет. Однако сцена все равно оставляет ветер. ощущение легкой Эти паники. вот стримеры, вот такие люди вообще, ой, ужасные, отвратительные. Лучше бы чем-нибудь хорошим занялись, а нет, чтобы этот стримит. И чувство, будто мир на секунду дал сбой. Ясно. Это стримеры, это... Этот жуткий видос снял охранник еще в 2020 году, когда работал в ночную смену. Говорят, он поймал на камеру лицо какой-то таинственной девушки прямо в туалете. No mames, güey, necesito que alguien venga, güey. Опять эти латиносы, это просто, это дефолт, у них там вечная какая-то дичь творится. Se escuchan cosas, Мексика, güey. все остальное, это там постоянно No какая-то mames, se дичь. escucha la puta regadera, güey, del puto baño, güey. Puta. No mames. Necesito que alguien venga, güey. Me estoy cagando de miedo, güey, al chile, güey. Oiga, güey. Он коротко сейчас рассказывает то, что он тоже подписался на канал Hardplay, прожал фоллоу и колокольчик, прям вот, ну, дословно, если. Вот тут верю, вот тут плюс, верю, уже верю. Он в женский туалет с камерой идет. No mames, güey, no prende la puta luz, güey. No mames, Cuchi, güey. Опа! Ну-ка, иди-ка сюда. Так. Оп, этот за глазик выглядывает. Ага, смотрит, подглядывает. No seas ojete, güey. No mames. Что-то про No мать. mames, güey. Оп. Hay alguien, güey. Ага, A la verga. ага. No mames. Su puta madre, güey. No mames. No mames. Будет, знаешь, какой прикол, если это реально не фейк? Вот это реально будет прикол. Если присмотреться, то действительно становится не по себе. Ее Ну, такое. лицо мертвецки бледное, поэтому реакция охранника кажется более чем оправданной. Он замер от страха, боясь пошевелиться. Комментаторы в недоумении. Многие из них считают, что сама тьма заглянула в объектив. Ну, я вам так скажу, чуть-чуть, конечно, криповенько, немножечко. Но, скорее всего, это человек просто в гриме. Но если это не так... А что скажете вы? Буду ждать вашей версии внизу под видео. Если это не человек в гриме... Ровно в 3 часа ночи парень из Аргентины проснулся от сильного Тогда шума это- во дворе своего дома. Хотя подобное уже случалось с ним не раз, страх, который он испытал в тот момент, невозможно было игнорировать. Estoy escuchando ruidos afuera, son 3:30 de la mañana. Voy a Опять no sé si Аргентина. salir. Ahí está, hijo de puta, de vuelta. Es ella. Yo no te voy a tener miedo, hoy no te tengo miedo. Vas a ver, no tengo miedo. Надо выйти обязательно. Да, ясно. Самара. Date vuelta. Date vuelta. Верим, пацаны. Date vuelta. Date vuelta. Date vuelta. Дурка.
Некоторые обвинили его в постанове. Да, конечно, постанова. Возможно, его Кент нацепил на себя белую простынь и стал 100%. удирать. Однако, когда он погнался за фигурой и оказался за углом, ее уже там не было. Здесь, знаете, как говорится, не верь всему тому, что в интернетах. Смотри, как он камерку вот эту вот за уголочек показывает. Смотри, он добегает до угла. Так Оп! Первое бы, что я сделал, это повернул камеру налево. куда она делась? Оп! И он так медленно-медленно Если ее друг не поворачивает. волшебник, то, скорее всего, Кстати, вот там вот угол есть, куда можно зайти. это было нечто паранормальное. Расследование. Изи вообще. Изи ролик. В 2016 году блогер Мартин Навехас исследовал заброшенную церковь и увидел там нечто по-настоящему жуткое. Хотя точное название церкви не указано, Что за вообще за сумасшедшие люди ходят по заброшкам? Кому это вообще нужно? Кому это интересно? Зачем это делать? Никто не подскажет мне вообще, для чего это люди делают? Зачем вот они ходят по заброшкам, то есть жизнью своей рискуют? Кого они все там найти хотят? Не знаю, я смотрел канал «Они», вот на ютубе «Они». Зашел, бегают люди, дурачки какие-то, шизофреники. в комментах пользователи определили ее как заброшенную церковь в Гэри, штат Индиана. Смотрим. Так, Part 3. 5, 4, 3, 2, 1. Ага. It's a little dark outside. It's pretty cloudy. It's rained all day today. I'm gonna show you guys О, веселые ребята. my favorite place to go. Downstairs in what I call the Red Room. The Red Room is a place I go once I'm done shooting for the day. Just to kind of look at pictures, see if I need to retake anything, re-edit anything. I'll show you why it's called the Red Room. It's pretty cool. Невероятно, но факт. Алло. Шо по камере? Because usually one in the basement. When you turn the light off during the day, it's got a nice tint of red. I'll show you. It's a little dark now, but Что-то он про вас говорит, 100%. come down here. It's peaceful. It's quiet. Осуждаю, осуждаю, ту-ту-ту. Да, именно такая бы у меня была реакция. 100%. 100% именно такая реакция, если б я это увидел. Да. Да. Со второго этажа бы уже кикфлип назад бы я сделал. Ох, щет. Там бы знаешь, что творилось? Вы вообще представляете реакцию любого человека? Там бы просто, там бы как таракан бы по потолку начал бегать. Oh my god. Было ли это чем-то нереальным и потусторонним? Или просто Ну, если честно, ну-ка, маленький, выглядит немного странновато. обычный бомж? Его реакция мне показалась слишком странной. Слишком, ну... Неизвестно. Однако кадры лишний раз доказывают, что заброшенные места могут быть слишком опасными. Правда? Да! Никогда бы не подумал. И нефиг шариться там в одиночку. Вот, особенно в одиночку. Особенно в одиночку. Нефиг там шариться. Вот. Да что вы говорите? Да ладно. Ну, такой момент странный. Но реакция спалила оператора. Пока все нормально. 6 вообще не почувствовал. Владелец дома На самом деле, самый такой немножко странноватый первый ролик. Вот есть такой, но там можно сослаться на камеру. услышал странные звуки из подвала. Ага. Взяв в руки Вдруг откуда ни возьмись. камеру, он отправился проверить, какого черта. И то, что он там
Где-то я подобное видел. Не могу вспомнить где. Что-то связанное с каким-то каналом. Там тоже человек один ходил по заброшкам. И вот в одном из разборов я увидел вот такие же два фонарика. Ну да, блин, ну да. На чердаке, да. Да. В Питере, да. Где-то мы такое видели за трубами. Снял. Пугает не по-детски. Нейросеть, прям видно. Чел замер, глядя на эту жуткую, похожую на стрёмную женщину сущность. Кажется, будто весь мир застыл, и лишь Если я хоть раз еще на заброшке что-то подобное увижу. тьма вокруг ожила. Конечно, хотелось бы понять, что произошло дальше, но, к сожалению, видео обрывается слишком рано, оставляя, как вы понимаете, кучу вопросов. Некоторые видят Нейросетка так двигается, да. в этом существе воплощение зла. Нейросеть, прям Другие видно. объясняют это монтажом или искусственным интеллектом. И если честно, версия с ИИ кажется мне наиболее предпочтительной. Да. Полностью. Расследование Обычный турист просто привело снимал к пляж, расследованию. когда заметил маленькую ящерицу, Обычный турист снимал пляж. ползущую неподалеку. Так. Он решил приблизить зум, чтобы детально ее рассмотреть. Но то, что попало в кадр, он точно не ожидал увидеть. Как в меме. Чего? Это что за мини-пека-дракон? Что это такое? Видос сразу стал вирусным, и люди начали строить Это не похоже на нейросеть. версии. Кто-то увидел в этом потерянного покемона в реальном мире, а кто-то дальнего родственника Годзиллы. Но ни одна из этих шуточных теорий пока не может объяснить происходящее. Да, хоббиты тоже смеялись, пока Смауг, да, не вылез. Там все тоже веселились в этом городке. Да, на реке. Довеселились потом. Нельзя исключать, что видео было сгенерировано ИИшкой. Тем более, что в последнее время такого добра стал навалом. Если честно, что-то мне кажется, что это не ИИ. Что-то здесь что-то прям под вопросом. Я не знаю, как это объяснить. Ну, не знаю, по-моему, это не ИИшка. Странно. Хочу показать вам довольно короткое, но при этом очень жуткое видео. Все началось с того, что владелец дома услышал странные громкие звуки за окном. Он взял камеру и направился к окну, пытаясь понять, что же происходит. И вот тут, котейки, начинается самое жуткое. Смотрите, не обкекайтесь. ИИшка 100%. 200% прям видно даже очертания. И как глазами делает. Огромная косматая голова. Вот так вот, знаешь, аккуратненько вот так вот увидел, да, вот так вот. И ты ему такой... Ну, типа у вас с ним контакт, да? И вот так вот отходишь, ему на стол показываешь, ты ж поужинать, да, сел? Вот так вот. Да, и показываешь ему, заходи, сынок, заходи. Вот у тебя на столе курочка, уточка, да, дошик, как ты любишь. И вот так вот его как будто бы приглашаешь, а сам медленно, аккуратненько пятишься назад. Потому что ты знаешь, что в 2 шагах по левую руку от тебя что лежит на столе? Правильно, да. Вот так вот взял, вот так вот, раз, так вот, пока он заходит, так туда, так, пум-пум, так вот, раз его аккуратно. Говорю, и вот так вот опять в конце вот так вот. Да, дверочка только малейшим образом, вот прям вот малейший намек, вот эта вот ручечка, вот это вот чуть-чуть, это вот немножечко, да, дверочка вот начинает открываться. Как дал так, чтобы только щепки, писюны по всем сторонам разлетелись. Все, и все, понимаешь? И уже дальше пошел смотреть. И это, нейросеть, не нейросеть, то есть дальше все спокойно, тихо, да, и дальше живешь вообще тихо и спокойно, да. Ну все. И вот тут больше к тебе никто не придет. Огромная косматая голова. Косматая голова. Лицо, больше смахивающее на гориллу. Эти пустые темные глаза. Как думаете, что это было? Это... На костюм точно не смахивает. А вот Да теорию ишь, о снежном 100%. человеке, думаю, отбрасывать не стоит.
Я думаю, что теорию о том, что в частном доме у каждого человека, себя уважающего, должен быть карабин с коллиматорным прицелом, эта теория меня не покидает. Я думаю, что это должно быть у каждого, да. На случай вот таких вот мистических моментов. Да, аккуратненько, как дал раз. Эта девушка снимала видео для своего ТикТока. Она просто Тиктокер. Кто эти тиктоки только ведет? Жесть. Hard.tk. рассказывала о личной жизни, как вдруг... Впрочем, смотрите сами. I'm Savannah. Ясно. And it is our 2-year anniversary. Officially 2 years. We've been dating for 2 years, but we've known each other forever. Ну что там? Что? You didn't just see something come in here? На заднем плане появляется странная фигура. Она буквально проходит мимо, как Мать. будто материализуется из воздуха. В смысле, кто-то просто прошел. Темные волосы, Любовница. И батя понял, что его спалили. призрачное лицо. И от этого кадра по коже бегут мурашки. У бати поэтому в конце вот такие глаза. Девушка, конечно, сразу замечает что-то неладное и решает Чекайте, проверить, бате, глаза, куда смотри. это направилась Смотри, странная смотри. гостья. Она открывает дверь в комнату, Папа говорит, а я что это видела? но там пусто, Смотри, глаза никого отца. и ничего. Она даже спрашивает своего парня, А, это... Так это еще и не отец, а парень. Ну тогда наша теория полностью верна. А кто? А кто? Ну кто? Ты, говорит, кого-нибудь видел? Какого? Кого видел? Кого? Кто? Ну кто? Ну кто? Не видел. видел ли он кого-то. Но он Нет. отвечает, что нет, никого не видел. Нет, С момента нет. появления этого видео она Такую, говорит, темненькую, красивую, с 3 размером. Да, немножко прихрамываю, да, не видел. стала вирусным. Более 2 миллионов просмотров. И все обсуждают, это призрак Это Оксана или постанова? Наташа? Конечно, есть вероятность, что все это было О, сделано конфетка. ради хайпа, ведь популярность таких роликов растет как на дрожжах. Но скажу честно, даже если это фейк, выглядит это реально жутко. Ирина. Снова Мексика и снова какая-то крепота. На этот раз штат Поехали. Агуаскальентес. Двое мужиков ехали по пустынной дороге, как вдруг заметили что-то очень странное. Высоко-высоко, прямо на вершине горы, стояла какая-то темная фигура. Из такого расстояния выглядела она, ну уж слишком здоровой. Что я не пойму, это что, сколько там? 5 метров роста? Ну это что-то очень большое. На горе стоит статуя, у статуи нету... Ты не порти мой рассказ. У статуи нету глаз. Да. Я хз, что это такое? Может, столб какой-нибудь. С 2 ногами. Который шевелится. Не знаю, Аквамен. Да не, это, по-моему, какая-то вообще вышка стоит. Или нет? Не, она шевелится. Силуэт реально выделяется на фоне неба, а его размеры не сходятся с привычными. Местные говорят, что в тех местах и раньше замечали странные фигуры на склонах. Но что это за силуэты, так никто Вышка, которая двигается. Что непонятного? и не знает. Поэтому Плакат боком стоит, качается в ночи. настоящий ли это гигант, решать тебе. Это с атаки титанов. Видеозапись, снятая в Великобритании, показывает странное и пугающее событие, произошедшее поздней ночью возле дома в тихом жилом районе.
Хозяина насторожили загадочные звуки, которые раздавались из темноты. В ночи? И он решил выяснить, что же там происходит. Он услышал приглушенные шорохи и странные стоны, доносящиеся снаружи, и, выглянув в окно, увидел фигуру, одетую как монахиня, которая медленно ходила взад и вперед по тротуару. Взад. Hello, Алло. it's midnight, love. Вот. В такой момент нужно брать в руки свой телефончик, на который ты снимаешь, и параллельно набрать номер. И все. 3 циферки. И сказать «помогите». Hello, Алло. are you okay? Ее лицо было Братик, я застряла. Тихо. скрыто в тени, а движения казались напряженными и неестественными, Какой-нибудь пранкер что или... создавало жуткое ощущение. Darling, you don't have any shoes on. Are you okay? Голос мужчины дрожал, а в каким груди шизоидом? росло чувство беспокойства. Блин, кстати, вариант в чате, знаете, что какой? Ролевые игры. Он все больше А есть full видео с ее задержанием? Я выложу на бусте к нам. Да, ссылочка внизу в описании. Кстати, там скидочки очень хорошие на длительную подписку. волновался, поэтому решил вернуться внутрь и позвонить в полицию. I'm gonna go in and call someone. Alright, deal with this. Говорит, ну тебя... Позже он сказал, что монахиня все еще была снаружи, что усилило его тревогу. Go away. I seriously will ring 999. Вы кто такие? Go away, seriously. Эта ситуация напомнила зрителям о жутких клоунах, которые появлялись в США в Ну, похоже, 2016 да-да-да, пранкеры. году, когда неизвестные люди одевались в костюмы клоунов и пугали прохожих, создавая атмосферу страха и Да, 2, кстати, по-моему, с ружья долбанули. Там в Штатах, что там? Там разговор короткий. Раз дернулся, резко напугал, кувалду достал, типа пранк. Там говорят, о, прикол, пранк, на, отсоси. ужаса. Подобно этим клоунам, монахиня выглядела странно и зловеще, Вот поговорили. что усиливало ощущение необъяснимой угрозы. Are you okay? Hello? А как еще? Ну, видно, шизоид. Мнения о происходящем разделились. Некоторые считают, что это была шутка, а вот другие в этом не уверены. Сейчас дам пососать. Ютубер по имени Urbex Hill решил О, совершить еще путешествие в заброшенную школу О, Роберта Фултона. еще Место, один. которое давно уже пустует и разваливается на глазах. Любитель походить Но, по как заброшкам, да? оказалось, пустует Другалёв. не совсем. Ага, так. Наша тема пошла. One night when I was exploring this school, I stumbled upon a man living in a room blocked off by desks. This initial Бомж какой-нибудь может быть. Что encounter угодно. revealed signs that people have been living in this school for a long Какой-нибудь time. работяга, кто This живет. was в этом. evident by the message on the chalk Тихо, 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 тихо. signs that people А have ну-ка, been ну-ка, living in ну-ка, this ну-ка, school for стойка. a long time. Сигарета мелькает во тьме, ветер песню в лет. А? This was evident by the message on the chalkboard left by explorers that read, "Don't explore alone." Во время одного из своих походов он наткнулся на настоящего постояльца этой школы. А, ну все, ну это просто работяга там живет. Ну какой-нибудь этот бездомный. Человека, который устроил себе жилье прямо посреди разгромленных парт и стульев. А надпись на школьной доске гласила «Не исследуй в одиночку». Она это- словно предупреждала всех, кто заходит сюда, что это место далеко не безопасно. Но, как вы уже, наверное, поняли, одного раза для Хилла оказалось недостаточно. Страх и любопытство оказались сильнее.
2 недели спустя он решает вернуться. Хотя он изначально планировал взять с собой друга для подстраховочки. Но тот в последний момент отказался. Там пандуса нет. Так что Хилл отправился в этот поход снова в одиночку. И вот тут начинается самое страшное. А ну-ка, 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 ну-ка. Мяу. Камера случайно снимает что-то, Совершенно что он случайно. не заметил в тот момент. За стеной матовых стеклоблоков кто-то проходит. Ну, прошел и прошел. Че бухтеть? Ну, видно, базару ноль, ладно. И это замечает уже только зритель при просмотре. Это выглядит так, словно за парнем кто-то следил. Мужик, который там живет. В момент, когда Хилл перелезал через завалы из парт и на мгновение поставил камеру на стол, в объективе мелькнула загадочная фигура. Но он понял это только позже, когда пересматривал запись. Кого? Я вам рассказываю, почему это полная шляпа и постанова. Я вам говорил, я сам не знаю, я не дурак, я по заброшкам не хожу. Но второй, мой друг Леха 2.0, да, который, ну, немножечко дурачок. Вот он любит вот туда вот лазить. И значит, я вам рассказываю. Любой шорох, любая малейшая, вот просто вот вы ноженьку свою вот передвинули в заброшенном здании, слышно за километр. Босиком ходить, ну, наверное, возможно, но, если честно, ну, такое себе затея, вот, особенно на заброшках. Поэтому вот малейший вот какой-то вот шорох, его будет слышно эхом везде. Уж поверьте, не понаслышке, ну, Леха, да, знает. Вот, поэтому... Знаете, страшно представить, что могло бы произойти. Случайно оставил камеру, случайно кто-то пошел. Если бы он случайно столкнулся туда светит фонарь. с этим человеком лицом к лицу в этом жутком месте. Яйцом к яйцу. Ясно, шляпа, постанова. Не верю. Недавно жители одного тихого... Тогда как объяснишь замок в Бельгии и окно? А это совершенно другая история. района наткнулись на настоящую Это ветер, да? жуть, таинственную аномалию рядом с заброшенным домом. Один из очевидцев начал снимать видео, и то, что попало в кадр, вызвало шок даже у самых отъявленных скептиков. Да, ага. И все стоят. И все нахрен стоят. 150 человек. Вы что гоните? Это знаешь что? Это скорее всего этот. Как его? Назгул из «Властелина колец». Клубы густого черного дыма не просто висят в воздухе, Чернейшего. а движутся, словно что-то живое. А не, ну это не Иронка, это 100%. Ну это Дементор, да-да-да. Все стоят, я говорю, все, у всех яйца, я не Никаких знаю, объяснений с голову или свою. понимания, что это за фигня. Цельнометаллическая оболочка. Просто черный дым, парящий сам по себе. Ну, парит и Местные парит. уверены, это не случайность и не визуальный эффект, а нечто зловещее, и мистическое. И мистическое. Вы сделаны. Ничего не страшно. Довольно старенькое, но очень вирусное видео из Румынии. На этих кадрах человек Человека где украли? Не видел. заявляет, что в этом зоопарке скрывают нечто пугающее и жуткое. А далее он обещает тайно это снять и показать всем людям. Смотрите. Чего? Тиммейты, что ли, мои из КС-ки? Ты чё, родной? Рвыны, ёпта.
Бледная кожа, изломанная неровная фигура и этот неистовый вой навел многих румынских пользователей на то, что перед нами Стрыга, оживший мертвец из Стрыга. румынского фольклора. Угу. Стрыга. Перед нами оператор, да, который любит врать. Обычный полет в Японию. Во время неожиданной ссоры между пассажирами один из очевидцев решил снять все происходящее на свой мобильник. Но вместо происшествия камера случайно сняла другую часть самолета. И вот тут произошло нечто жуткое. Жмых Airlines. Ну что там, что, багаж заговорил, что? Я в В упор не кадре на вижу. мгновение появляется мрачное лицо в отделении для ручной клади. Да где? Конечно же, никто этого не заметил, но камера все зафиксировала. И это не просто обман зрения. Сущность на видео моргает. Это американские военные перевозят инопланетянина в рюкзаке. Да? Ну, голова торчит. Что непонятно? Что? Что непонятно? Ну что? Колобок. Да? Что это? Призрак? Случайность? Или же предупреждение? Ну, я хз, что это на нейронку не похоже. Жарко стало, вылез подышать. Что? Нелегал. Два сталкера-исследователя заброшек Вот еще одни исследователи заброшек. решили залететь в старую, по слухам, жутко проклятую больницу. И все бы ничего, как вдруг они наткнулись Пасхалку видели? на нечто реально криповое. Чего? Это точно заброшенная больница выше Зоида? Что-то там слишком сохран хороший. Давай поиграем. О, может быть, Street Fighter? Да, конечно, да. Ага, да. Верим. Если там бабуля по потолку бы побежала, вот это да. Это я понимаю. Чего? Тут море времени было спрятаться. Звук, тишина, шаги и какой-то неизвестный пациент в больничном халате. Коляска, смирительная рубашка, какой-то неизвестный горбатый пациент в заброшенной больнице. Не могу догадаться, где-то я это видел. Один из сталкеров почти шепотом спрашивает, что это вообще такое? И этот вопрос, пожалуй, мучает не только его. Слушай, ну если это постанова, то как будто бы постанова Видео начинается прикольная. с того, что девушка снимает ролик в родильном отделении. Она просто хочет что-то подснять и отправить своим родным. Но случайно под кушеткой она замечает... Один прикол, чистый инсайт для тех, кто внимательно смотрит канал. Короче, есть совершенно случайно, реально с этим столкнулся, без шуток случайно, потому что здоровьем близких сейчас занимался и поговорил с одной дамой преклонного уже возраста. Она, в общем, лифт есть, вот лифт обычный, лифт грузовой, ну, на котором каталки, коляски, там вот тяжелых больных поднимают, да, там на этажи такие с этими, с дверьми такими еще, это как советские такие двери. И вот в этой вот больничке есть очень интересное место. Больница довольно старая, она действующая, все, то есть очень известная больница московская. И вот у нее есть очень интересная особенность. Все корпуса между собой соединены не только надземными переходами, то есть, ну, по улице можно перейти, а еще и подземными, то есть под землей можно пошариться, да, туда-сюда. Сделано это в первую очередь для того, чтобы перемещать больных, то есть если дождь, снег, там, не дай бог,
бог, там что-то какая-то там, какие-то непонятные, да, там это извне, так скажем, да, можно под землей для безопасности, либо для перевозки пациента. И вот она мне сказала это очень интересно, странно, я просто решил поднять настроение, не более того, я зашел в лифт, говорю, я говорю, вот это у вас сегодня спокойно, тихо. А бабулечка такая, она сгорбленная, я говорю, я уже здесь 24 года работаю, говорит, до этого санитаркой работала, тоже в одной из больниц таких крупных. Она говорит, и она мне, знаешь, как бросила очень интересную вещь, она говорит, здесь неинтересно, а вот между, говорит, вторым и третьим блоком при перевозке, говорит, пациента, вот там интересно. У меня стопор. Я спускался с 4-го на 1-й этаж, такой говорю, типа, ну, все как бы двери открылись, я ушел. Я задумался, я говорю, что при перевозке со 2-й на 1-й этаж. Короче, я вам отвечаю, я не знаю, кто это планировал. Я не знаю, кто это планировал. Но там вот, клянусь, там можно фильмы ужасов снимать. У меня бабулечку, матушки, маму, перевозили, когда из корпуса в корпус, ну там по обследованию, все остальное, она в здравом рассудке. Это человек, да, ей там 79 лет, недавно, кстати, исполнилось. Она в здравом рассудке, я к ней когда приехал, и она мне сказала очень интересную фразу. Она говорит, сделай так, чтобы больше, говорит, меня по этому коридору не везли. Там, говорит, черти стоят. Я вспоминаю слова этой бабулечки, да, из лифта. Я начинаю спрашивать. Еще раз говорю, она у меня в здравом уме. Она отлично общается с детьми, все. То есть никогда не наблюдалась какая-то. Я спрашиваю. Я говорю, бабуль, в шутку, я говорю, какие ты там черти-то увидела? Она говорит, вот черти. Я говорю, ну кого она имеет в виду? Я говорю, может, кто-то обидел, может быть, кто-то, кто-то, может, я не знаю, на санитаров она так сказала, там еще на кого-то. Она говорит, там темнотища такая, говорит, и черти в коридоре, говорит, стоят. Я видела. На полном серьезе. Я такой, как бы, я говорю, подождите. Я говорю, одну секундочку. Я говорю, так. Я начал копать. Аккуратно, сразу говорю, я начал копать очень так аккуратненько, потому что, как бы, местечко такое. Очень интересно то, что я нашел на данный момент еще 2 комментария среди пациентов этой больницы. Это не дурка никакая-то, это обычная больница, где проходит обследование там и так далее. И я к чему говорю? Да, вот. И я к чему это все веду? К тому, что странные совпадения. И все говорят про одно и то же. То, что просто молча их везли по этому коридору, кого-то везли на кушетке, и, говорит, стоят черти. Бабуля у меня в интернете не сидит. И вот что она имела в виду? Она говорит, ну вот прям черти, говорит, с рогами. Я говорю, может быть, старость берет все-таки свое, да? До сих пор не удалось мне понять. Есть у меня желание, скорее всего, мне, конечно, это завернут, вот я бы там поснимал, но так как больница все-таки действующая, я думаю, что мне эту идею завернут. Да, что там такие за черти и что там такое, да. Бесов очень много есть. Вот я думаю, что да, возможно, это вот, я очень был удивлен, причем это совпадение за 2 дня. То есть день я встречаю эту женщину в лифте, эту, да, бабулечку, и дальше мне моя выдает бабуля. И я типа такой, знаешь, это у меня такая раз, я говорю, да ладно. И, то есть я особо допрашивать не стал ее расспрашивать, потому что, все-таки состояние здоровья там не очень хорошее. Но мне это показалось ультра странным, а еще более странным, потому что в интернете я нашел 2 подобные вещи. Как бы вот хотите верьте, хотите нет, но вот такой вот прикол вот есть. Это пару ног. Чего? Может показаться, что ничего такого в этом нету, пока вы не поймете, что в помещении, кроме девушки, никого нету. Это как? Это как? Ладно, котейки, я думаю... Это очень странно. Вот это вот последнее и первое что-то как-то, такое, под сомнением. Не увидел здесь ничего прям супер такого этого, но сомнения, как говорится, берут свое.